Представители знака зодиака Овен, Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, Таро прогноз. Юпитер в Близнецах с 26 мая 2024 года по май 2025 года, мои дорогие Овны. Давайте узнаем, что же эта замечательная планета Юпитер приготовила для вашего знака зодиака. Планетарно мы знаем, что планета удачи, планета наших свершений, каких-то возможностей. И для вас она оказывается в третьем доме. Каждый год Юпитер заходит в новый знак зодиака. И до 26 мая 2024 года Юпитер находился в знаке зодиака Телец. Это были вопросы нашего благополучия. Так вот, теперь он перейдет в Близнецы. И вы можете вспомнить, что было 12 лет тому назад. Чем для вас ознаменовался 2012 год? Близнецы – это то созвездие, которое отвечает за нашу коммуникацию, контакты, поездки, переезды, торговлю, оформление документов. Находясь в Близнецах, Юпитер помогает нам воплотить в жизнь честолюбивые как раз планы и сделать наше намерение не просто ожидание, а уже реализацией. Для вас в третьем доме это могут выйти на повестку отношения в вашем социуме, отношения с вашими близкими. Третий дом. Это могут быть братья, сестры, ваши соседи, с кем вы ближе контактируете, насколько вы готовы договариваться, коммуницировать. Вот от этого будет зависеть ваш профессиональный успех, ваша личная жизнь. Сама по себе этика общения для вас. Помните, что все решают люди. И от того, как вы сумеете построить отношения, будут зависеть ваши приобретения, успех в обществе, решение многих финансовых вопросов и ваше состояние души. Если мы сумеем пройти через этот фарватер, но не такой уже простой, поскольку все же не все нас люди радуют, так откровенно говоря, но вот от того, что мы не пытаемся кого-то переделать под себя, или мы не доказываем никому нашу правоту, а именно весь фокус состоит в том, что мы сумеем с кем-то договориться. Вот мы сумеем обойти острые углы и для себя организовать что-то в очень большой плюс. А также это могут быть финансы, которые тоже к вам придут посредством общения. Может быть, это будет для кого-то как наследство вопросы. Или если это партнерские отношения в браке, в семье. Настраиваясь на волну общения, мои дорогие Овны, вы сумеете для себя закрыть очень много важных тем, потому что люди вас будут правильно понимать. Поэтому, может быть, есть смысл подумать как-то немного по-другому реорганизовать свой стиль общения. По крайней мере, третий дом, на этом все будет строиться. Это будет для вас актуально в течение всего года, с мая 2024 года по май 2025. Ну вот давайте мы на цыганском пасьянсе посмотрим, что же для вас будет вот этот период года с 24 года, с мая месяца по май 25. И достанем несколько карт Таро. Итак, что же это будет для вас? Как видят карты? Я вижу... И вы тоже смотрите, мои дорогие Овны, замок. Вот все то, что я говорила, посмотрите. Змея и замок. Закрыть путь к тому, что мы называем словом распри. Или к тому, что можно назвать, когда мы взращиваем собственных врагов. Наверное, недоброжелателей, злопыхателей следует нейтрализовать, но это во все времена жизни. Но у вас буквально сразу... В довершение моих слов выпадают еще и подтверждения, и карты пасьянса, они ведь больше событийный ряд показывают. И, видимо, для вас действительно будет актуально через общение, через контакты, больше как раз для себя бонусов и плюсов создать, нежели каких-то трудностей. И карта змея – это всегда затаившийся враг, мои дорогие. И здесь у нас замок. С одной стороны, вам пространство будет помогать, потому что много других планетарных событий, когда у вас, в принципе, очень удачное время. Но надо сказать, что до 27 года, до апреля, Хирон в вашем знаке, и это будет, как у меня есть видео на эту тему, вы можете найти
на главной странице. Это как священная рана или это как выход из повторяющегося сценария. И вот, видимо, с переходом знак зодиака Близнецы Юпитера, вот этот момент вы не должны повторить какую-то ошибку, а как раз нейтрализовать этих врагов или предусмотреть, основываясь на прежнем опыте, какую-то подобную ситуацию, чтобы, опять же, ее не повторить. Не повторить какой-то цикл, когда вас еще раз жизнь отбросит на энное количество лет назад. Здесь и помогает вам судьба Вселенная, но и вам самим не зевать. Видимо, сдерживать себя, мои дорогие, придется, это точно. И не раз. Но поверьте, оно того стоит, вы себе скажете спасибо. На кону как раз может стоять ваша победа. Вот. От ваших правильно приложенных усилий, от ваших правильно сказанных слов, от вашей концепции построения взаимоотношений будет зависеть как удача, так и успех. Идем дальше. От этого будет зависеть ваша личная жизнь. У вас выпадает карта очага или костер. И это символика наш дом, наши близкие, буквально все то, о чем я говорила. Значит, как и социум, победа, всегда это решение вопросов, как и профессиональная деятельность. Опять же, все решают люди. Так и ваших достижений, ваших собственных честолюбивых планов будет зависеть как раз от того, как вы выстроите отношения в социуме, с коллегами, с соседями, повторяюсь, так и с вашими домочадцами. И деньги будут тоже от этого зависеть. Вот посмотрите, сразу несколько сфер жизни. Победа – это всегда дела, работа, бизнес и сами по себе где-то, откуда к нам приходят финансы. Вопросы личной жизни, вопросы финансового благополучия и подушки безопасности. Вот прекрасный период, но все будет зависеть от того, как вы выстроите взаимоотношения. Нечего добавить. Посмотрите, у вас на кону не просто вот эти все сферы жизни, мои дорогие овны, а у вас еще и полное исполнение желаний. Вот этот колчан со стрелами – полное исполнение желаний. Идем дальше. Ох, вам будет, может быть, и тяжеловато, потому что, посмотрите, у кого-то эта тяжесть может проиграться с тем, что ваши близкие могут быть с вами не согласны. И будет великое желание настоять на своем или сделать по-своему, или для кого-то уйти, хлопнув дверью. Поэтому думайте, мои дорогие, чтобы не было потом сожалений или каких-то, ну, знаете, как горьких осознаний, когда время прошло. Сердечная тяжесть, говорят нам карты, цепи. Это когда, с одной стороны, конечно, вы можете решить очень много вопросов, но все же в самом начале нам выпали значения как из замка, так и змеи. Поэтому не навредите самим себе, чтобы потом не встать перед каким-то фактом, что я поторопился или поторопилась. А как раз договориться будет самым правильным намерением. Идем дальше и смотрим в целом весь наш расклад, что нам говорят карты. И я пока не вижу, мне кажется, я все озвучила. Если вы видите какие-то еще совпадения, вы мне напишите. Мы можем это обсудить. Да, и я должна сказать все то, что я сказала. Карты это подтверждают. Прекрасный период жизни, как для получения денег, для решения вопросов. Все, что связано с финансами. Может быть, получение у кого-то ипотеки, предположим, да, кредита, а кто-то, наоборот, хочет закрыть этот кредит. Вот мы ведь все разные, но полное исполнение желаний. Для себя вот эта победа для тех, кто честолюбивые планы имеет, и появится возможность и перевести как раз вашу идею или то, что вы себе задумали, с учетом здравого смысла, с учетом того, что вы правильно отстроите, ну вот концепцию, как я уже сказала, этику поведения. Это будут воспринимать как вас люди, и от этого будет зависеть, насколько они готовы помогать. А вы помните, что для вас именно контакты и где-то помощь людей, которые не настроены против вас. Тут скорее обернуть себе в друзья даже врагов, понимаете? Или, если это невозможно, иногда мы становимся врагами по ерунде, и это тоже бывает.
Так вот, если это по принципиальным позициям, то установить нейтралитет. Помните, что возможности у вас прекрасные, но все будет зависеть от того, как вы эту змею сумеете где-то предвосхитить или предугадать, не создать конфронтации или слушайте свою интуицию. Значение мудрости, будьте мудры, нам об этом тоже говорит пасьянс цыганский. Не создайте себе какую-то ситуацию, которую или обстановку, которая для вас закроет путь. Вот этот момент тоже учтите, мои дорогие овны. Вот давайте мы достанем еще несколько карт, и мы спросим, на чем вас концентрируют высшие силы. Вот в этот период с мая 24 года по май 25. На движении вы набираете темп. Это восьмерка жезлов. Это когда скорость. Видимо, много будет событий вокруг вас, и вам придется быстро анализировать, быстро принимать решения с учетом той концепции, которую мы только что проговорили. Это ваша активность, поэтому скучать будет в принципе некогда и может быть на ходу. Где-то придется правильно додумывать и выстраивать свою концепцию поведения. Придется себя менять. Это неизбежно. Иначе, если будет что-то сделано на импульсе. Тут помимо вашей воли что-то может убыстряться. И, возможно, вам придется куда-то отправиться. Для кого-то из вас эта карта будет сопряжена с тем, что вы захотите переехать. И для кого-то из вас это будет сопряжено с работой. Кто-то захочет, допустим, если вы проживали с родителями, здесь вы захотите как раз уехать от родителей и будете решать те вопросы, которые связаны с перемещением, вашим дальнейшим проживанием, организацией как и быта, так и организация вашего, опять же, положения в обществе. Какая сфера жизни для вас будет трансформироваться? Давайте мы спросим на картах. Тем не менее, все-таки это у нас король Земли, и это тот, который надеется сам на себя, но тот, который, кстати, сделал себя сам, и тот, который большой консерватор, как ни странно. Вы можете прочувствовать вот эти энергии консерватизма, еще и потому, что не захочется себе навредить. И может быть как раз импульс, который был прежде, вы прочувствуете даже, вам не захочется входить в какую-то конфронтацию, потому что, как по королю Земли, мы всегда научены каким-то горьким опытом, мои дорогие. С другой стороны, это могут быть люди в вашем окружении, если мы говорим конкретно о карте. Иногда это наши близкие, и у кого-то личная жизнь, у кого-то и конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли или имеет асцендент, телец, дева, козерог. Но и вам-то самим захочется отстроить в дальнейшем своего благополучия, чтобы где-то расслабиться или суметь составить себе более четкий план. Вот все то, что незыблемо, то, что надежно проходит по этой карте. Поэтому какая сфера? Сфера вашего благополучия. И здесь будут сочетаться. Вот, наверное, как по картам пасьянса. Ваша профессиональная деятельность или обучение, ваши возможности по заработкам, а они будут, ваша личная жизнь, мои дорогие, все то, что составляет ваши планы и буквально их реализация. Ведь у вас выпадает колчан со стрелами, полное исполнение желаний. Вы захотите больше совершить, реализовать из своих задумок, нежели какой-то спор создать и в нем увязнуть. Давайте спросим, что для вас перестанет быть важным. Посмотрите, сильная позиция, шестерка жезлов. И нам всегда по этой карте говорят, что мы одерживаем какую-то победу, но это 50%, остальные 50% придется удерживать. И это снова к отношениям, взаимоотношениям в социуме, с людьми, с близкими, соседями, коллегами, вашими братьями, сестрами. И это еще и профессиональная деятельность. И тут тоже на удержание карта одна другую добавляет. Вот вам не захочется настаивать, я повторюсь, на своем. Вы будете больше концентрированы на том, чтобы что-то удержать, нежели через импульс навредить самому себе. И, видимо, вот такие энергии для вас очень актуальны. Судя по всем картам, которые мы с вами достали, то действительно карты оракула добавляются картами Таро. Что будет вам помогать? Я хочу достать еще одну карту.
И если вы слышите, мои дорогие овны, посторонние шумы, у соседей ремонт, карта влюбленной – это как раз о том, что мы умеем со всеми договориться. Карта влюбленной говорит о том, что вы стоите перед выбором. Карта влюбленной будет говорить о личной жизни. И это подтверждает лишь, с одной стороны, лояльность, быть дипломатом, реализовать свой собственный проект, сделать правильный выбор или выбрать правильную линию поведения. Опять же, этика общения. Перед вами будет, может быть, не раз стоять вопрос, когда вам придется объединять ваши эмоции и ваш разум. То, что говорит ваш интеллект, и то, что говорит ваше сердце. Слушайте себя, чтобы как и удержать победу, так и сделать для себя что-то хорошее. Для вас время прекрасное, пока Юпитер находится в Близнецах. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.